Представители знака зодиака Лев. Здравствуйте, мои дорогие. Таро-прогноз. Узнай будущее. Прогноз Таро на полгода, на первое полугодие 2025. Давайте узнаем, на пороге каких событий вы стоите или на пороге каких новостей. Будем милосерднее к самим себе. Жизнь не бывает полностью предсказуема. А полгода – это не такой уж и большой срок. Это где-то события нашего ближайшего будущего. Мы можем уже теперь строить планы. Вот давайте узнаем, какие энергии нам передадут карты. И мы достанем 6 карт. Одна карта на месяц. И будем рассматривать карты с позиции позитивной психологии. Поможет нам в этом колода добра, которую прорисовала великолепный художник и одновременно психолог, таролог с большим стажем Колет Барон Рид. Я же вас приглашаю на свой сайт, на канале Таро, именно на канале, перейти в плейлисты. И есть у меня плейлисты за 2023-2024 год, года по месяцам. Это подобные расклады, потому что это не впервые я делаю. И вы можете посмотреть уже по прошедшим дням, насколько это проигралось, отыгралось в вашей жизни, насколько это отзывается в вашей душе. Но мы достанем 6 карт, идем вперед. И первая карта январь, хоть он у нас и начался уже, и в разгаре, прямо скажем. Но оставшийся период января, какие же энергии, с чем вы можете столкнуться, какие события будущего у вас на пороге. Итак, февраль, третья карта март, события будущего, какие перемены ждут в апреле, что вам принесет месяц май, что произойдет в июне, какие предпосылки. Итак, карты готовы, смотрим, что же для вас, рост вашей популярности. Карта звезда показывает направление лет на 10-20, поэтому в январе вы можете, как основу, базу заложить последующих свершений или рассматривать что-то кардинально новое, потому что вы увидите в этом перспективу. Сама по себе перспектива идет, поэтому для кого-то изменения по вашему месту службы, занятости или то, чем вы занимаетесь. Может быть, это ваше ремесло или творчество. И тогда карта будет свидетельствовать о долгом продолжении. Для кого-то из вас это может быть связано с тем, что вы задумаетесь впервые всерьез о переезде. Звезда еще и говорит не просто о времени, расстоянии, но еще и расстояние по километражу. И поэтому для кого-то это будет проигрываться именно как далекая какая-то, может быть, местность, страна какая-то другая. Но у нас еще и аркан звезда о том, что сбываются наши мечты, поэтому здесь может исполниться какое-то желание. Может быть, и вы определяетесь по части личной жизни. И тогда, если вы кому-то скажете, да, я могу предположить, что это будет лет на 10-20, а то и на всю жизнь. Вот есть такой момент тоже. Но мы все, безусловно, разные. Мы можем по аркану звезда начать изучать что-то кардинально новое. Допустим, ваша профессия, она лежит в другой плоскости, а именно в январе вас заинтересуют какие-то новые цифровые технологии. Вы можете изучать все то, что связано с системами искусственного интеллекта, например, да, или вы можете начать работать в интернет, вы можете заявлять о себе, чтобы становиться более популярным. Кстати, на работе на вашей, здесь тоже ваша персона будет замечена, потому что звезда. Сияйте, как звезда, буквально такой вам дают совет карты. Очень добрая карта, как начало года, и пусть мы не с первых чисел делаем этот прогноз, поэтому для кого-то из вас как раз конец января месяца может говорить о вдохновении и о новом даже начале какой-то трудовой деятельности или новой должности. Февраль. А тут еще, смотрите, второй старший аркан. Обстоятельства, мои дорогие львы, на вас влияют таким образом, чтобы вы сделали для себя и как что-то хорошо и не упустили время. Неслучайные случайности пытаются войти в вашу жизнь. Все же колесо фортуны – это высшие силы, или назовите это ситуации, которые развиваются помимо вашего воздействия, или это то, как какая-то, к примеру, обстановка складывается на работе,
Это может складываться с сотрудниками. Это может быть с учетом того, что в жизни, например, других людей происходят какие-то перемены, они меняют свои планы, и это каким-то образом для вас открывает новые перспективы, для вас открывает новые возможности. У кого-то на более глобальном уровне в мире словно что-то меняется, и та задумка, которую вы для себя где-то примечали долгое время, вы понимаете, ох, вот теперь самое время осуществить мой проект или сделать какие-то первые шаги. Карта говорит, не упусти время, потому что вот эта возможность, она не будет повторена. И если мы что-то отложим на завтра мы нивелируем эту возможность, ее уже не будет. Поэтому куй железо где-то пока горячо, об этом нам тоже говорит карта, но это именно какие-то совпадения. Иногда нам говорит эта карта судьба, очевидно. Мы можем не верить в судьбу, но тут на самом деле происходят какие-то события вокруг вас, мои дорогие львы, и для вас открывается просто большое поле, широкое, для ваших возможностей. Главное, не растеряться. Давайте откроем, что же на март. А вот на март очень символично. Вы будете словно сдавать жизненный экзамен. Кстати, кто-то из вас может пойти обучаться чему-то. И, может быть, уже пошел. И тогда по тройке земли это всегда экзамен. Может быть, экзаменационный какой-то период, даже курсы проходили. Но вот в марте, к примеру, у вас совпадает с тем, что вы должны получить аттестат, документ, диплом, ну что-то вот вы получаете, и вам реально какой-то экзамен. У кого-то реальный экзамен на права вы, может быть, учитесь, кто-то учит языки. Всегда по тройке земли или тройке пентаклей идет изучение не просто ради любопытства каких-то наук или ремесла, областей, а когда мы можем это в практику потом переложить. Это новые возможности, по сути дела. Но мы к этим возможностям очень обдуманно подходим, потому что надо чего-то не упустить. И понимаем очень рационально, действительно, есть та область, в которой у меня недостаточно знаний. Но тем самым мы переходим на новый уровень. И если открываются возможности, сама судьба включает свой механизм продвижения и успеха. И от вас-то тоже не плашать где-то март месяц, как обучаться чему-то, может открывать какие-то, ну, даже новые возможности по части заработка. Или вот то, что вы, на что вы согласитесь, мои дорогие львы и львицы, в январе постепенно будет развиваться, точнее не постепенно, я бы сказала, в феврале начнет быстрее развиваться. Быстрее как-то вокруг вас закрутятся события. Но потом, возможно, будет некоторая пауза, и она будет вам как раз на руку или очень полезна для того, чтобы углубиться в какие-то либо конкретные изучения, либо детализировать какой-то рабочий процесс, или для себя открыть какие-то, ну, как новые возможности в плане сотрудничества. Одним словом, над этим поработать. Почему я так активно освещаю вопросы работы? Потому что это именно какой-то прочный фундамент объединения. Вы можете в марте месяце где-то и пересматривать свое окружение тоже. Перед вами могут открыться такие возможности, когда вы становитесь выше на ступени, то и на две по нашей системе иерархии, какой-то иерархии, или вашей работы, например, или буквально в какой-то государственной службе вы участвуете, значит, там тоже есть возможность построить карьеру. Я к чему? Что новый какой-то социум вас может окружать, и вам тоже нужно строить свою новую модель поведения. У кого-то совпадет и так. Давайте мы откроем еще одну карту. И вот смотрите, какая-то многозадачность явно присутствует. Первый квартал, куй железо пока горячо. А дальше десятка огня. Эмоциональное выгорание. Поэтому нам о чем говорят? Апрель месяц, уделите внимание своему отдыху. Где-то не загоняйте себя и в эти месяцы, первые месяцы года. Потому что по тройке земли, кому-то, может быть, придется совмещать и работу, и учебу, и вполне вероятно и семью, и еще какие-то ваши личные планы. По десятке огня нам предлагает карта, и, может быть, как раз в апреле вы проведете этот баланс, что я буду точно продолжать. А что, даже если вы какое-то время сохраняли, вы приходите к выводу, что да нет, это уже нет смысла об этом даже думать. Не то, что продолжать или тратить туда свое время. Но есть и другой аспект. Если мы говорим об эмоциональном выгорании, нам говорят
Не бери слишком много на себя. Возьми что-то одно, где ты наиболее раскроешь в полной мере свои таланты. Или настало время распрощаться с чем-то, как многозадачность, например, мои дорогие львы. Может быть, какой-то период времени для того, чтобы добиться успеха или решить какие-то вопросы, увязать вопросы и ваших личных достижений, и вопросы работы, и вопросы семьи, или еще какого-то изучения. Вот здесь может быть сама по себе какая-то усталость. И тогда в апреле вам нужно действительно с нею распрощаться. Давайте мы достанем дополнительные карты, с чем же нужно распрощаться или какой баланс подвести. Здесь, правда, может выйти на первый план усталость, она вам может попросту мешать. А на кону аркан звезда. Нам говорят, сияй как звезда. Ну, помним, что наша усталость – это где-то наше здоровье ведь еще тоже. Чему, ну вот, конкретно, удели внимание отдыху. Поэтому я могу сказать так, раз такие совпадения, мои дорогие, если есть возможность хоть неделю взять какой-то такой короткий отпуск, чтобы привести как и мысли в порядок, так и тело в порядок. Поэтому где-то карта советует отдых от суеты. И очень символично, слишком много взял, может быть, и на вас воздействуют люди, чтобы вы на что-то согласились, чтобы вы приняли в чем-то участие. Я, конечно, могу допустить, что даже, допустим, на неделю вы уйдете в этот отпуск, и вас в этом отпуске, как говорят, будут дергать, пытаться приобщать к работе. Но, тем не менее, вот как раз апрель месяц, это может быть месяцем чудесным для чувств, для семьи, для того, чтобы построить отношения. У кого-то это может быть просто месяц встречи с очень важным человеком. Или встреча произошла раньше, а в апреле будет развиваться каким-то образом ваша личная история. Может быть, человек какой-то в ваш адрес проявит больше симпатии, внимания, участия. И когда вы поймете, что да, карьера карьерой, а есть еще вот как раз то неосязаемое, но совершенно необходимое, как любовь, эмпатия, чувства. И вам захочется посвятить этот месяц именно чувствам. И правда, вы знаете, если я вот вижу так, две карты, которые нас переводят из области многозадачности или из каких-то дел. Это ведь буквально отдых от суеты, так и называется эта карта. И понятно, что король кубков часто символизирует тех людей, которые нас любят искренне, готовы участвовать в нашей жизни. И мы не привязываем эту карту к знакам зодиака, по гороскопу, поэтому остановимся лишь на том, что сама по себе любовь, даже для тех, кто один или одна, вы можете встретить такого человека. Или какой-то человек, если оказывает вам внимание, как будто нам говорят, и он вам интересен, и есть взаимообмен, тогда откликайся. Тогда карты будут говорить о том, что именно в апреле ты поставь на первое место личную жизнь, а не вот эту многозадачность, которая проходит по 3 картам начала года. Что это может быть еще? Рыцарь мечей. А вы знаете, я бы сказала так. Вот правда, тут нужно, может быть, взять какую-то паузу и отойти от дел. В этом месяце, как ни странно, к примеру, на вашей работе, если вы именно по найму работаете, могут быть какие-то проверяющие. Вот. Вы тут ничего не потеряете, если возьмете какую-то паузу, это точно. Вы можете столкнуться с какими-то людьми, которые с вами не согласны, вам что-то доказывают. И где-то это тоже будет не в плюс для вашего настроения. Да, мы выдерживаем всегда этот темп, ритм, нам об этом говорят. Но вот эта чрезмерная усталость или когда много общения с самыми разными персонами, часто по рыцарю мечей проходит бунтарь без причины. Да, есть, конечно, в этой карте и символ настойчивости, но есть и символ ненужных действий или какой-то ненужной активности, когда нас могут провоцировать буквально на какой-то конфликт или нам могут что-то доказывать. По сути дела, от этого ничего не меняется. Только в хорошем смысле и в единственном проигрывается рыцарь мечей, когда мы должны увидеть какую-то истину, правду. И для этого мы сами для себя должны быть словно тот рыцарь мечей и прояснить какой-то вопрос. Может быть, найти информацию, как работает в отношении вас закон. Для кого-то и так проиграется. Вот правда, тут
Вы знаете, в этот месяц вы никому ничего не докажете. Даже если вы будете правы, я должна это сказать. Может быть, поэтому нам карты говорят: отойди от дел. Ты слишком в каком-то широком круговороте развития событий крутишься, лев. Ты уже где-то устал, или твои силы буквально на пределе. А помните, уставшие люди делают ошибки. И поэтому карты могут говорить, ты можешь буквально сорваться эмоционально, где-то не выдержать. Все-таки я такое допускаю. Или не выдержит какой-то человек, а это может быть ключевая какая-то персона, допустим, по работе. Я именно рабочий процесс какой-то освещаю сейчас. Почему нам, может быть, карты и рекомендуют больше переключиться на себя самого или личную жизнь. Потому что вряд ли тут мы до чего-то договоримся положительного на работе, или вряд ли тут мы какой-то даже свой проект продвинем. Тут скорее нам придется себя сохранять и то, что мы имеем, и не включаться в какие-то конфликты, потому что по 5 мечей в этой колоде идет поражение, а вообще в остальных классических колодах это пирова победа. То есть мы кому-то что-то доказали, вот, наверное, как по рыцарю мечей. Но нам эта победа не приносит никакой радости. Почему? Человек остался при своем мнении, развернулся и пошел. Вот и так. Он с нами не спорит, но и у нас с ним нет контактов. И это тоже каким-то образом не в плюс. Карта совет. Ну вот какая-то утрата удовольствия. Ну вот все же будьте внимательны к апрелю. Посмотрите, тут действительно может, конечно, я допускаю, это может проиграться как ссора с близким человеком. Когда вам захочется подвести итог ваших отношений. Может быть, потому что нет какого-то взаимопонимания. Но тогда тоже не доказывайте. Все равно карты нас больше склоняют в ту сторону, что если ты избежишь конфликта, то тогда тебе ведь придется с кем-то говорить. Тогда тебе легче будет совершить последующие разговоры, откровенные, или все равно договариваться придется в отношении некоторых моментов, но тебе опять же это будет сделать легче. Вот здесь может быть какая-то провокация конфликта, либо за счет внешних условий. Может быть, с вашей позиции вы тоже можете что-то тут торопиться расставить по местам. Но торопиться не стоит, потому что сам по себе какой-то конфуз, конфликт не решит проблемы. Поэтому и карта нам говорит: отойди где-то от дел, не сожалея о том, что произошло. И умеренность. Вот я больше не достаю карты, потому что действительно в сторону отдыха, уже много карт достала, в сторону отдыха и не включения в какие-то вопросы в апреле месяце вам предлагают рассмотреть свои виды деятельности или где-то концепцию жизни. А вот в личной жизни здесь как раз могут быть какие-то добрые события. Мы смотрим май, аркан повешенный, старший аркан. Притормаживаются опять же некоторые дела, и я так думаю, в зависимости от того, как вы проведете предыдущий месяц, апрель, в таком ракурсе пройдет для вас май. По этому аркану, кстати, есть тоже такое значение, как мы принимаем поражение в каком-то деле, в вопросе, но мы не педалируем ситуацию, мы наблюдаем. И именно это прописано в этой колоде карт. Нет смысла куда-то торопиться. Или ничто не дается бесплатно. Вот есть такой еще смысл. И тут в зависимости от того, какие вы цели, намерения поставили. Поэтому, может быть, сложится какая-то тема, когда вам придется решать и материальные вопросы тоже. И бесплатно это совсем не означает, что мы должны за что-то заплатить. Имеется в виду, это мы должны пройти какой-то прежний опыт, чтобы сделать выводы, что такое время, или пока мы приобретаем этот опыт. Это тоже значит, что мы в это время занимались чем-то одним, вместо того, чтобы делать, может быть, что-то другое. И это можно расценить как своеобразная цена, или то, что вы что-то как оплатили своей энергией, своими силами, и теперь наступает время в мае рассмотреть что-либо с нового ракурса. Ваши таланты применить в каком-то новом измерении или в новом приложении в плане вашей работы или участия в каком-то рабочем процессе.
Тут здесь карта говорит о том, что ты сам не торопись, ожидай как будто отклика или дальнейшего развития ситуации. Но сказать, что с места в карьер мы рвемся, то это точно нет. Может быть, и есть та область, которую действительно вам предстоит изучить, или кто-то из вас надумает менять работу, кстати. Или как-то тут перестройка по карьерной лестнице может происходить. Может быть, и в личной жизни тут тоже какие-то происходят метаморфозы, когда нам говорят, что ты вот сейчас не торопись. Мы чего-то можем не видеть, ведь повешенный сам себе переворачивает для того, чтобы увидеть в новом ракурсе какие-то события. А здесь какое-то удовольствие. Я хочу сказать так, вы знаете, скорее всего, будут свидетельствовать эти две карты, как и апрель, так и май. Личная жизнь. Вот я вот вижу именно так. Мы можем как раз поставить на паузу личную жизнь и включиться в рабочие вопросы. Правда? Здесь какой-то очень важный человек будет в вашей жизни. Не пытайтесь перехитрить самих себя или обогнать самих себя. Бежать впереди паровоза. Пройдите вот этот путь, что мы говорим, по судьбе. Где-то плывите по течению, как апрель, так и май. Потому что прекрасные карты выпадают на личную жизнь. И ни одна карта не говорит о том, что это какие-то продвижения по работе. Я допускаю, что у каждого по-своему. Для кого-то, вот эти кубки могут означать именно на работе, мои дорогие, какие-то отношения. Тогда вы будете в центре внимания, сиять как звезда. За вами будут наблюдать. Давайте посмотрим, что еще. Королева жезлов, но это ваша энергия. Королева жезлов – это та, которая умеет хранить молчание. Она и свои тайны держит в секрете, и чужие секреты она тоже умеет хранить в тайне. И немногословность, молчание вам буквально помогают в работе, в делах, в бизнесе и в деньгах. Вы сумеете тут что-то правильно просчитать, чего-то не упустить. Но больше в вашу жизнь, я тут вижу, идут именно энергии эмпатии через личную жизнь, через любовь, через контакт. Может быть, вот с таким императором, человеком достаточно сложным. Если меня смотрят мужчины, переложите это на то, что может быть и важная женщина, кстати, в вашей жизни вот в эти 2 месяца. Но для вас, мои дорогие девушки, женщины, девочки, одним словом, может быть вот такая персона, которая занимает какой-то пост, или очень влиятельна, или имеет какие-то рычаги влияния. И именно с таким человеком у вас могут состояться отношения. И вы знаете, а ваши энергии, они будут в каком-то другом немножко контексте. И поэтому сумейте, с одной стороны, и не разрушить какие-то отношения, но и себя не потерять в отношениях с таким императором. Потому что император, он ведь привык действовать сам по себе. Он ждет, когда ему подчинятся. А королева жезлов никому никогда не подчиняется. Она подчиняется самим себе. Но есть какое-то доброе продолжение этих отношений. Или пусть этот месяц будет для кого-то из вас важных согласований в личной жизни. Но опять же, 2 месяца я вижу как личная жизнь. Я могу и ошибаться. Давайте посмотрим на июнь. Вот посмотрите, нет, все-таки личная жизнь, опять же, 4 огня, праздник после победы. Конечно, можем переложить на работу, на бизнес, на честолюбивые планы, и вот правда победа какая-то будет. Но все же 4 огня – это очень многогранная карта, это фундамент нашего благополучия, это не просто в одной какой-то области победа, а когда жизнь играет красками разными. И это только бывает, когда у нас баланс во всех сферах жизни. Поэтому уже июнь – это не просто какие-то достижения, а подведение итогов или какие-то новые возможности. По сути дела, это радость, гармония, исцеление и праздник. Вот такие энергии. Пусть есть вопросы, с которыми вам, возможно, не так просто будет разобраться. Мы все разные. За апрель и май месяц, но, видимо, есть смысл что-то продолжать, мои дорогие. Продолжать, по крайней мере, сохранять или рассматривать новые варианты, где-то учиться обходить острые углы, принимать соломоновые решения. И именно это, я вижу, приводит вас к празднику.
Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.